Всем огромный привет! Сегодня я хочу показать вам свою первую сумочку, которую я связала. Такую сумку называют Магнолия или сумка Шопен, а также ее называют сумка Зигзаг. А как по мне, она похожа на авоську, только плотнее вязка. Она необычно красивая, вместительная и универсальная. С ней и в магазин сходить, и в детский сад вещи взять вместо пакетиков, и в поездку, а также на пляж. Сумочку я вязала из трикотажной пряжи, или ее еще называют ленточная пряжа. На самом деле сумку можно связать и из джгута, хлопковой нити, или шнура, рафии и других материалов. Подойдет самый разный материал. Пряжу я возьму Yarn Art Ribbon или Райбан в 250 граммах 125 метров, 60% катона и 40% вискозы вместе с полиэстером. Цвет и лот. Крючок предлагаю до 10 мм. Я возьму крючок 6,5 мм. Для работы у меня ушло чуть больше 1,5 моточка. Вот сколько осталось. Вы можете рассчитать, чтобы связать сумочку немножко длиннее или пошире. А также для работы я использовала маркеры 4 штучки, ножницы, кнопочку и иголку с ниткой. Донышко сумки буду вязать по вот такой схемке. То есть мы вяжем квадрат. Делаю кольцо амигуруми, прихватываю край пряжи, обматываю вокруг пальца, придерживаю, пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу, провязываю одну воздушную петелечку, вытаскиваю пальчик, провязываю еще 2 воздушные петелечки. 1, 2. Теперь провязываю в кольцо 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Теперь вяжу 2 воздушные петелечки. 1, 2. В начале ряда 3 воздушные петелечки вместо одного столбика с одним накидом. То есть здесь 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. Теперь в кольцо провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. 1, 2. В кольцо провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петелечки. 1, 2. В кольцо провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Теперь вяжу одну воздушную петелечку, делаю накид, пропускаю крючок в третью петелечку в начале ряда. 1, 2, 3. Захватываю рабочую нить, вывожу. На крючке 3 петелечки, захватываю рабочую нить и пропускаю через все петелечки на крючке. Такой получился квадратик. Первый круг готов. Второй круг провязываю. Над столбиками с одним накидом провязываю столбики с одним накидом. Под воздушные петелечки провязываю 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные и сюда же 2 столбика с одним накидом. Далее в каждую петелечку по одному столбику с одним накидом и снова под воздушную петелечку провязываю 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петелечки, 2 столбика с одним накидом сюда же. И провязываю в каждую петелечку по одному столбику с одним накидом. И так провязываю до конца круга. Прихватываю край пряжи и хорошо стягиваю. Перехожу на второй круг, вяжу 3 воздушные петелечки. 1, 2, 3. Сюда под воздушную петелечку провязываю 1 столбик с одним накидом. В каждом ряду в начале ряда 3 воздушные петелечки вместо одного столбика с одним накидом. То есть под воздушные, получается, я провязала 2 столбика с одним накидом. Далее провязываю в каждую петелечку по одному столбику с одним накидом.
Провязываю в первую петелечку. Здесь видно, в этом месте я соединяла. Провязываю 1 столбик с одним накидом. Во вторую петелечку провязываю также 1 столбик с одним накидом. И в третью петелечку 1 столбик с одним накидом. Теперь под воздушной петелечки провязываю 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 2 воздушные петелечки, 1, 2. И сюда под воздушную петелечку провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Вяжу 1 столбик с одним накидом и второй столбик с одним накидом. Далее провязываю в каждую петелечку по одному столбику с одним накидом. В первую провязываю 1, во вторую петелечку и в третью петелечку. Под воздушной петелечки вяжу 2 столбика с одним накидом, 1, 2, 2 воздушные петелечки, 1, 2 и сюда 2 столбика с одним накидом, 1, 2. Далее вяжу так само под каждой петелечке по одному столбику с одним накидом, под воздушной петелечки 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные, 2 столбика с одним накидом. И так провязываю до конца круга. Теперь вяжу под воздушную петелечку 2 столбика с одним накидом, 1, 2, 1 воздушная петелечка, делаю накид, соединяю с третьей воздушной петлей в начале ряда 1, 2, 3. Пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу. На крючке также 3 петелечки, захватываю рабочую нить, пропускаю через все петелечки на крючке. Вяжу 3 воздушные петелечки, 1, 2, 3. Таким образом перехожу на третий круг. Уже видно, что квадрат расширяется. В первом ряду с одной стороны 3 столбика с одним накидом, во втором ряду с одной стороны уже 7 столбиков с одним накидом. То есть прибавка с одной стороны 2 столбика с одним накидом и с другой также 2 столбика с одним накидом. 4 столбика с одним накидом идет прибавка. Так провязываю каждый ряд до нужной ширины донышка. Если вы взяли тонкую пряжу, тогда вам нужно будет провязать больше рядов. Все зависит от того, какую ширину донышка вы хотите связать. Раппорт идет второго ряда. Третий и все остальные ряды повторяю за вторым. То есть провязываю точно так же под воздушную петелечку 1 столбик с одним накидом. Здесь уже мне нужно будет провязать 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В каждую петелечку по одному столбику с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь под воздушной петелечки провязываю 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 2 воздушные петелечки, 1, 2 и сюда 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Далее провязываю в каждую петелечку по одному столбику с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова работу повторяю. Под воздушные петелечки провязываю 2 столбика с одним накидом. 1, 2,
2 воздушные петелечки, 1, 2, и сюда 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И так провязываю до конца круга. Довязываю ряд, под воздушные петелечки провязываю 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 1 воздушная петелечка, накид, пропускаю крючок в 3-ю петелечку в начале ряда. Захватываю рабочую нить, вывожу 3 петелечки на крючке, захватываю рабочую нить, пропускаю через все 3 петелечки. 3-й ряд готов. Так продолжаю вязать до нужной нам ширины донышка. Я провяжу 6 рядов. 3 уже провязала, осталось провязать еще 3 ряда. Провязала я 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ширина 22 сантиметра. Здесь также 22 сантиметра. Квадрат получился ровненький. Теперь нам понадобятся маркеры. С одной стороны у нас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 23 столбика с одним накидом. Нужно поставить отметочку маркером посередине. Считаем. 2, здесь 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11. И вот эта петелечка, она посередине. Ставлю отметочку маркером. Получается сюда ровно 11 столбиков с одним накидом. И с другой стороны 11 столбиков с одним накидом. Посередине отметочка маркером. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11. И вот сюда оставляю отметочку маркером. Так продолжаю делать отметочки с каждой стороны. Донышко сумочки готово. Теперь буду провязывать стенки сумки узором зигзаг. Продолжаю вязать каждый угол, как вязала, делая прибавки. А где сделала отметочку маркером, буду делать убавки. В 4 местах прибавки, в 4 местах убавки. Начинаю вязать стенки сумки, продолжаю вязание. 3 воздушные петелечки, 1, 2, 3, столбик с одним накидом под воздушную петелечку, 3 воздушные петли вместо одного столбика с одним накидом. Далее провяжу 8 столбиков с одним накидом. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязала 8 столбиков с одним накидом. Осталось 3 петелечки до отметочки маркером. 1, 2, 3. И 4-я это отметочка маркером. Теперь я провязываю убавление. Вяжу 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Накид. Провязываю первый столбик с одним накидом не до конца. На крючке остается еще петелечка. Провязываю еще 1 столбик с одним накидом, так же само, не до конца. 2 столбика с одним накидом не до конца. Теперь провязываю общую вершину. Выполнила убавление. Теперь провязываю далее, пропускаю петелечку до отметочки маркером, петелечку, где отмечена маркером, и следующую петелечку после маркера. 3 петелечки нужно пропустить. 1, 2, 3 пропускаю. Далее в 4-ю и 5-ю нужно провязать такое же самое убавление, 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Делаю накид, пропускаю петелечку до отметочки маркером, петелечку отмеченной маркером
и петелечку после отметочки маркером. 1, 2, 3. В четвертую ввожу крючок, провязываю столбик с одним накидом не до конца. Еще провязываю в следующую петелечку столбик с одним накидом не до конца. И провязываю общую вершину. Простите, вот так. И уже понемножку будет формироваться узор зигзаг. Далее провязываю до конца, как обычно, в каждую петелечку столбики с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязала 8 столбиков с одним накидом. Под воздушную петелечку провязываю 2 столбика с одним накидом. 1, 2. 2 воздушные петелечки и 2 столбика с одним накидом сюда, под воздушные петелечки. 1, 2. Перехожу на вторую сторону. Провязываю так же само 8 столбиков с одним накидом. В каждую петелечку по одному столбику с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. До отметочки маркером остается 3 петелечки. 1, 2, 3. Теперь вяжу убавление. 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. 1, 2 и их общая вершина. Теперь пропускаю петелечку до отметочки маркером, петелечку, которая отмечена маркером, и петелечку после отметочки маркером. 3 петелечки пропускаю. 1, 2, 3. В четвертую, пятую вяжу 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Делаю накид, пропускаю 1, 2, 3 петелечки. В четвертую провязываю 1 столбик с одним накидом не до конца провязанный. И второй столбик с одним накидом в следующую петелечку, провязанный не до конца. Провязываю их общую вершину. Выполнила убавление. Теперь вяжу в каждую петелечку по одному столбику с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязала 8 столбиков с одним накидом. Далее 2 столбика с одним накидом под воздушную петелечку. 1, 2, 2 воздушные петли. 1, 2. И сюда 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Перехожу на третью сторону. Третью и четвертую сторону провязываю точно так же, как первую и вторую. Как вы успели заметить, здесь получается ровное количество петель с одной стороны и с другой. Довязываю ряд, провязываю 2 столбика с одним накидом под воздушную петелечку. 1, 2, 1 воздушная петелечка. Делаю накид. Пропускаю крючок в третью петелечку в начале ряда, захватываю рабочую нить, вывожу, на крючке 3 петелечки, захватываю рабочую нить, пропускаю через все 3 петелечки на крючке. Первый ряд стенки корзинки провязала, провязываю второй ряд, 3 воздушные петелечки, 1, 2, 3, 1 столбик с одним накидом под воздушную петелечку. Провязываю 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Теперь выполняю убавление. 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. 1, 2 и их общая вершина. Вот место, где в предыдущем ряду я делала убавление. Пропускаю 2 петелечки, 1, 2. В третью и в четвертую провязываю еще одно убавление. Делаю накид. Пропускаю 2 петелечки, 1, 2. В третью ввожу крючок, провязываю столбик с одним накидом не до конца. И в четвертую также провязываю столбик с одним накидом не до конца. Провязываю их общую вершину. Выполнила убавление. Теперь продолжаю вязать, провязываю 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Под воздушные петелечки провязываю 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда провязываю 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. И 2. Итак, плавно перешла на вторую сторону, провязываю 8 столбиков с одним накидом. Провязала 8 столбиков с одним накидом. Теперь провязываю убавление. 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. 1, 2 и их общая вершина. Теперь пропускаю 2 петелечки, 1, 2. А в третью и в четвертую провязываю убавление. 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. 1, 2 петелечки пропускаю. В третью провязываю 1 столбик с одним накидом. И в четвертую 1 столбик с одним накидом, провязанных не до конца. И провязываю их общую вершину. Далее вяжу 8 столбиков с одним накидом. Провязываю уголок, 2 столбика с одним накидом под воздушные петли. 1, 2, 2 воздушные петли, 1, 2. И сюда 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Перехожу на третью сторону. Провязываю ее так же само, как первую и вторую. Довязываю второй ряд, 2 столбика с одним накидом под воздушные петелечки, 1 и 2, 1 воздушная петелечка, накид, пропускаю крючок в третью петелечку в начале ряда, захватываю рабочую нить, вывожу, захватываю рабочую нить и пропускаю через все петелечки на крючке. Второй ряд готов, уже хорошо виден узор зигзаг, маркеры можно убирать. Теперь я продолжаю вязать без изменений, так же само. Раппорт данного узора — это второй ряд. Его я буду повторять до нужной высоты сумочки. Провязала я 6 рядов сумочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но не до конца, немножко не хватило. Остановилась немножко вам рассказать, кому интересно, какая получится сумочка, если связать с одного моточка пряжи. Высота сумочки из самой нижней точки приблизительно 13 сантиметров, а из самой высокой точки приблизительно 20 сантиметров. Это при том раскладе, если вы провяжете донышко 6 рядов. Если вы провяжете донышко 5 рядов, тогда сумочка будет немножко уже, но повыше. И тогда можно пришивать отдельно ручки, и у вас получится полноценная сумочка. У меня еще один моточек, я продолжу вязание. Я провязала 10 рядов стенки сумки. Высота сумочки у самой высокой части 35 сантиметров и в самой низкой части приблизительно 28 сантиметров. Продолжая вязать, буду вязать ручки для сумочки.
Набираю цепочку из воздушных петель. Я набрала цепочку из 50 воздушных петель. Длина ручки приблизительно 44 сантиметра. Саму длину ручки вы регулируете под себя. Хотите длиннее сделайте, хотите короче. Теперь соединяю цепочку из воздушных петель на следующей вершине под воздушные петли. Провязываю столбик без накида. Вяжу еще одну воздушную петелечку и ножницами отрезаю край трикотажной пряжи. Вот одна ручка готова. Теперь провязываю вторую ручку, перехожу на следующую вершину, под воздушные петелечки провязываю так же само цепочку из 50 воздушных петель. Измеряю длину ручки 44 сантиметра. Провязала цепочку из воздушных петель, соединяю на следующей вершине под воздушные петелечки, пропускаю крючок, провязываю столбик без накида. Теперь буду вязать столбиками без накида до самой нижней части. В каждую петелечку провязываю по одному столбику без накида. Провязала столбиками без накида до самой нижней части. Чтобы получился определенный узор, в предыдущих рядах я пропускала вот эти две петелечки. Сейчас же в этом месте я провяжу убавление. Пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу. И в следующую петелечку пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу. На крючке 3 петелечки, захватываю рабочую нить и пропускаю через все петелечки на крючке. Убавила. Теперь продолжаю вязать столбиками без накида каждую петелечку. Довязала столбиками без накида до вершины. Перехожу на вязание ручки. В каждую воздушную петелечку буду провязывать по одному столбику без накида. Провязываю в первую петелечку столбик без накида. И так провязываю в каждую воздушную петелечку по одному столбику без накида. Продолжаю вязание, провязывая полностью всю ручку. Довязываю последний столбик без накида. Провязала 50 столбиков без накида. Теперь перехожу на саму сумку, провязывая также столбики без накида. Остаток ленты придерживаю, провязываю вместе со столбиками без накида. Пропускаю крючок в первую петелечку сумочки, провязываю столбики без накида. Провязываю столбики без накида до вот этого места. Провязала столбики без накида до вот этого уголочка. Здесь также само вот 2 петелечки, 1, 2. Буду провязывать убавление. Вот. А далее провязываю в каждую петелечку по одному столбику без накида. Довязала до второй ручки. Здесь провязываю так же само. В каждую воздушную петелечку по одному столбику без накида.
Так провязываю до конца ручки. Провязала я столбики без накида. Теперь соединяю с первой петелечкой. Провязываю 1 столбик без накида. В следующую петелечку 1 полустолбик, 1 воздушная петелечка и отрезаю край ленты. Здесь уже провязала столбики без накида. Теперь провязываю. Теперь буду вязать с внутренней стороны. И также обвяжу столбиками без накида ручку. Вязать буду также столбиками без накида. Пропускаю крючок в первую петелечку, прихватываю край ленты, провязываю 1 воздушную петелечку. Далее вяжу столбики без накида в каждую петелечку. Остатки ленты придерживаю и провязываю вместе с столбиками без накида. Провязываю столбиками без накида до места убавления. В этом месте также провязываю убавление и вяжу столбиками без накида до ручки. Провязала столбик без накида в последнюю петелечку на вершине. Теперь перехожу на вязание ручки, провязываю вот в эти петелечки столбики без накида. Так провязываю всю ручку до конца. Довязываю ручку, провязываю столбик без накида, 1 полустолбик, 1 воздушная петелечка и отрезаю край ленты. Получилась вот такая ручка. Ширина ручки 2,5 сантиметра. Со второй ручкой провязываю так же само. Провязываю столбики без накида в каждую петелечку. В этом месте убавляю. Далее в каждую петелечку столбики без накида. Перехожу на ручку. Провязываю также столбики без накида. И в этом месте заканчиваю вязание. Все ручки провязала. Такая красивая сумочка получилась. В ней совсем не видно швов. Еще один момент, чуть не забыла пришить вот такую самую простую кнопочку. Я пришью кнопочку с внутренней стороны ручки. Вот так. Пришивать буду с помощью иголки и нитки. Я пришила кнопочку. Она очень хорошо держит. На этом все. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. До скорой встречи и пока-пока!